Добрый день, меня зовут Светлана Кочкина. Сегодня предлагаю вам вместе со мной связать шикарную сумку шопер на лето. Для вязания нам с вами понадобится кожаная основа, ширина 30 сантиметров, высота идет 29. Здесь у нас идут вот такие вот отверстия под крючок. Здесь смотрите, как мягко выглядит кожа. Понадобятся также кожаные ручки на винтах 43 сантиметра. Очень хорошо прошиты с двух сторон. Ссылочку вам оставлю в описании, где можно будет заказать такой набор. И вязать мы с вами будем из полиэфирного шнура от пряжи Центр 2 мм. В моточке идет 200 метров. Мы с вами израсходуем примерно 130-140 метров. Оставлю ссылку в описании тоже, где заказать шнур с 10% скидкой. Оставлю промокод в описании. Крючок мы будем использовать 3,5 мм. Понадобятся ножнички, иголочка и зажигалка. Давайте с вами приступим к вязанию. Переходим с вами к вязанию. Поворачиваю. И вот у нас с вами идет вот здесь вот прошито, если мы посмотрим с внутренней стороны. И вот идет у нас с вами первое наше отверстие. Мы вставляем крючок. Захватываем рабочую ниточку, захватила, и провязываем с вами первый столбик без накида. Вот здесь вот наш хвостик немножко мы с вами подтягиваем. Вот мы провязали с вами первый столбик без накида. В следующее отверстие мы с вами будем делать прибавку, провязывать 2 столбика без накида. Провязываем 1 столбик без накида. В это же отверстие вставляем крючок и провязываем с вами второй столбик без накида. Мы с вами сделали прибавку, чтобы наша сумочка была свободна. Вот я провязала 1 столбик без накида, 2 столбика без накида. Теперь от нашей прибавки влево нужно будет провязать в каждое отверстие по 1 столбику без накида 10 раз. Вот я вставляю крючок, захватываю, провязываю 1 столбик без накида, 2, 3 провязала. И вот смотрите, здесь у меня я прячу вот этот хвостик. 3 провязала, вставляю в 4-ю, захватываю ниточку и провязываю. Вот я провязала 1, 2, 3, 4, еще 6 столбиков без накида нужно будет вам провязать самостоятельно. Вот мы с вами провязали 10 столбиков без накида одиночных. Сейчас сюда будем вставлять крючок и провязывать 2 столбика без накида, делать прибавку 1 и 2. Вот я провязала. Давайте с вами вернемся в начало и повторим. Мы провязали, начинали мы с вами с 1 столбика без накида в отверстие, потом делали прибавку, вязали 2 столбика без накида, потом вязали 10 одиночных и сейчас сделали прибавку. Теперь нам нужно с вами, выпало, теперь нам нужно с вами провязать опять одиночные столбики без накида, без прибавок 16 раз. Вставляю крючок, провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Еще нужно провязать 10, и потом будем тоже делать прибавку. Вот мы с вами провязали. Теперь в отверстие вставляем крючок и провязываем 2 столбика без накида, 1 и 2. То есть мы с вами сделали прибавку. Прибавка 16 одиночных, прибавка. Теперь нужно опять провязать 10 одиночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
10 одиночных провязали. Здесь опять делаем прибавку. 1, 2. И здесь опять одиночная. 3,5 миллиметра крючок отлично подходит в наше отверстие. То есть с этой стороны мы с вами сделали 4 прибавки. Вот она у нас здесь в начале, 2 в середине и в конце. И переходим к следующей на следующую нашу сторону. Опять мы с вами начинаем с одного столбика без накида. Дальше опять делаем прибавку, провязываем 2 столбика без накида. Я провязала. Вяжем с вами зеркально. Сейчас нужно будет провязать 10 одиночных столбиков без накида. 1, 2, 3. 3 я провязала, еще нужно провязать 7. Вот мы с вами провязали 10 столбиков без накида. Сейчас будем опять делать прибавку, провязывать 2 столбика без накида. Провязали. И сейчас опять будем провязывать 16 одиночных. 1, 2, 3, 4. 4 провязала, остальные вяжите самостоятельно. Провязали с вами 16 одиночных. Сейчас опять провязываем прибавку. Делаем третью прибавку с этой стороны. Теперь опять вяжем 10 одиночных столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 10 одиночных провязываем. Потом опять делаем четвертую прибавку и провязываем 1 столбик без накида. Здесь уже завершаем. И потом будем делать вместе с вами соединение и переходить к вязанию следующего ряда. Переходим с вами к соединению. Вытаскиваю рабочую ниточку побольше. Вот у нас идет первый столбик без накида. И вот у нас идет с вами первое ушко. Вставляю крючок за это ушко. Продеваю рабочую ниточку. И сейчас нужно будет еще больше вытащить. Вот так вот оборачиваем. И нашим хвостиком мы с вами затягиваем. Ну, не хвостиком, а рабочей нитью затягиваем. Вот здесь подтянули. И вот у нас с вами получилось соединение. Дальше мы переходим к следующему с вами ряду. Первый ряд у нас был с прибавками. И переходим к следующему ряду. Нужно будет провязать просто столбиками без накида, без всяких прибавок. Вставляю крючок. Вот смотрите, выходит вот здесь в раскол обязательно. Захватываем рабочую ниточку, сильно не вытаскиваю. И провязываю столбик без накида. Ищу следующую. Опять выходит в раскол. Захватываем, вытаскиваем на крючке 2 петли и провязываем. Опять вставляем, захватываем на крючке 2 петли и провязываем. И так полностью нужно будет провязать весь ряд столбиками без накида, без прибавок. И потом будем переходить уже с вами к основному нашему узору. Соединение опять сделаем вместе. Довязали мы с вами ряд, опять делаем соединение, вытаскиваем много рабочую нить, вставляю крючок за первое наше с вами ушко, захватываю крючком, оборачиваем нашу с вами основу и рабочей ниточкой вот этой мы с вами затягиваем. На протяжении всего вязания у нас будет такое с вами соединение. Вот мы переходим к основному с вами узору. Это мой любимый узор, наверное, на это лето. Мы сейчас вот сделали с вами соединение, и вот сюда будем сейчас вставлять крючок. Но сначала будем делать накид. Заводим крючок, выходит в раскол,
захватываем рабочую нить, на крючке 2 петли. Опять делаю накид, ищу следующую галочку, завожу в нее крючок, тоже в раскол, захватываю, на крючке 4 петли, провязываю рабочей нитью и делаю завершение. Опять делаю накид, ищу следующую галочку, завожу крючок в раскол, захватываю, на крючке 3 петли. Опять делаю накид, завожу крючок, следующую, на крючке 5 петелек, захватываю рабочую нить, провязываю и завершение. Всегда обязательно делайте завершение вязания. Опять делаю накид, завожу крючок, захватываю, делаю накид, завожу крючок, захватываю, опять 5, захватываю рабочей ниточкой, провязываю и делаю завершение. И так нужно будет провязать весь ряд. То есть мы с вами делаем накид, заводим крючок в галочку, захватываем, накид, заводим крючок в галочку, захватываем, провязываем все петельки рабочей нитью и делаем завершение. Провязывайте полностью весь ряд, и я вместе с вами, потом вместе сделаем с вами уже соединение, будем переходить к вязанию следующего ряда. Вот я провязала ряд. Посмотрите, как свободно за счет наших прибавок смотрится, поднимается наша сумочка, стеночки. Сейчас будем делать с вами соединение. Опять вытаскиваем рабочую нитку, вставляем вот сюда за это ушко наш крючок. Это наше было завершение, которое я говорила вам провязывать. Беру ниточку, захватываю. Соединение точно такое же, как было в предыдущем ряду. Беру, оборачиваю, обернула. И вот этой вот ниткой мы с вами затягиваем. Вот мы с вами затянули. Переходим к вязанию следующего ряда. Нам нужно, чтобы наше, так скажем, соединение было всегда вот здесь у нас шло именно ровно, не уходило ни влево, ни вправо. Поэтому мы с вами делаем накид и сейчас вставляем крючок вот сюда, где мы делали соединение. Вот. Захватываю рабочую ниточку, на крючке 2 петли, опять делаю накид и вставляю вот сюда, вот в это отверстие, где было завершение, захватываю, на крючке 4 петли, все их провязываю и вот делаю завершение. То есть когда мы с вами делаем завершение, у нас получается вот здесь такое вот, ну, такая дырочка, куда мы потом будем вставлять с вами крючок и провязывать. Опять делаем накид и ищем дырочку, раз. Опять делаем накид в завершение, где дырочка, на крючке 5 и провязываем все и делаем завершение. И так мы с вами опять будем вязать полностью весь наш ряд. Опять делаем накид, заводим за ушко, делаем накид, заводим за ушко в отверстие, провязываем и делаем завершение. Так полностью провязывайте весь наш ряд. Потом будете делать опять соединение. Не путайте не вот сюда. Здесь у нас нету ушка. Ушко идет вот здесь, где завершение. Как только сделаете, и потом я уже скажу, сколько же нужно будет в итоге провязать нам с вами рядов таким узором. Вот я довязала ряд, сделала соединение. Таким узором мы с вами провязали 2 ряда, еще нужно провязать 11 рядочков. Как только провяжете самостоятельно и я вместе с вами, и тогда будем делать уже обвязку. Всегда будем начинать наше с вами вязание с накида, вставлять крючок в наше соединение, чтобы наш шовчик шел ровно. Вставила, захватила, опять сделала накид. Вставляю крючок в завершение в отверстие, на крючке 4 петли, провязываю и делаю завершение. И так будете вязать дальше уже самостоятельно без меня. Вот мы с вами провязали остальные рядочки. Если высота вас не устраивает, вы можете провязать еще, потому что шнур еще есть.
Если вам такой высоты достаточно, то мы с вами переходим к обвязке. Она будет самая простая, с соединительными петельками. Сейчас вот я вставляю крючок вот сюда опять в наше соединение, захватываю рабочую нить, на крючке 1 петля, завожу крючок в отверстие, захватываю, на крючке 2 петли и провязываю соединительную петельку. Завожу крючок в следующее отверстие, опять захватываю, на крючке 2 петли и соединительная. И так полностью вяжите весь ряд. Это будет наша с вами обвязка. Потом нужно будет обрезать ниточку, немножко ее подпалить, сильно длинную ниточку не делайте, то есть такой небольшой будет хвостик. Сделаем уже иголочкой последнее соединение и уберем наш хвостик и перейдем уже к ручкам. И вот так вот провязываете. Получается такая вот обвязка. Вот я провязала обвязку, обрезала, сделала не сильно длинный кончик. И сейчас будем делать с вами последнее соединение иголочкой. Вот сюда за первую соединительную, вот у нас, видите, идет ушко в эту сторону, и сейчас нужно будет ее сюда. Конечно, когда очень коротенький хвостик, немножко неудобно. Но я не люблю делать длинные хвостики. Здесь протягиваем. Вот так можно развернуть. И сейчас вот этот хвостик мы с вами будем убирать либо сюда вниз, либо можно в сторону. Но я буду убирать его вниз. Вот так вот. Сейчас сначала здесь продену. Вот. А можно вот сюда уйти в сторону, либо вот сюда вниз. Это уже решать вам. И все, как только уберете хвостик, мы с вами будем уже закреплять наши ручки. Ну что, переходим с вами к нашей ручке. Забыла сказать, что нужно взять отвертку, но можно и открутить наши вот эти винтики и руками, либо ножничками. И сейчас будем закреплять. Помните, мы с вами делали вот здесь в первом ряду прибавочку. Вот сейчас у нас здесь идет с вами один столбик без накида, прибавка. И вот у нас идет наш с вами узор. Мы поднимаемся вот так вот вверх. Пропускаем, здесь у нас отступление идет от обвязки, раз ряд, и вот сюда, вот в эту вторую, я вставляю вот так вот ручку, сюда, и здесь вот сюда. Сейчас сверху вставляю во вторую, и 1, 2, 3, 4, и в пятую. Вот так вот вставляю, выворачиваю, вот здесь вывернула. Теперь беру сюда и беру винтик, вставляю их. И вот так вот ручками закручиваю, очень хорошо закручивается. Можно взять потом будет отвертку или ножнички и закрутить посильнее. Сейчас я вставила. И вот так вот закрутила. Потом подкручу еще получше. Вот у нас с вами вот здесь готово. Вот таким вот образом. Здесь то же самое. То есть вот у нас с вами идет столбик без накида. И вот идет у нас с вами прибавочка. То есть мы здесь тоже вот сюда. Опять во вторую и в пятую вставляем. Вторая и пятая. Так, раз, два, три, четыре. И вот она у нас идет пятая. Вот так опять выворачиваю. Вывернула. И здесь сейчас тоже закрепляю. Тоже очень удобно такие ручки.
Огромное спасибо, кто придумал это. До этого тоже нужно было додуматься. Вот отвертку не взяла. Немножко буду крутить пальчиками. Но потом закручу. Здесь тоже вот так вставляем. И мы с вами закручиваем. Вот, закрутила. Вот у нас закрепились ручки с одной стороны. Теперь мы с вами переворачиваем нашу сумочку. И здесь все то же самое будет. Вот у нас идет прибавка. То есть вот идет один столбик без накида, прибавка. Вот так поднимаемся вверх, закрепляем. И здесь тоже прибавка. И здесь тоже закрепляем. И все, и ручка будет у нас с вами готова. Сумочка моя готова. Спасибо всем огромное за вязание. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Конечно же, присылайте свои работы. Будет интересно посмотреть, какое сочетание вы выбрали. И хочу ответить сразу на вопрос. Я не буду делать подклад у сумочки. Мне нравится так, потому что такая небольшая сеточка с дырочками. Такой рисунок. Поэтому я люблю, когда вязаные сумки, особенно шоперы, идут без подклада. Поэтому творческого вам вдохновения!